Красивая цифра для Запада. Зеленский отчитался о потерях российской армии. Минус 7 судов за раз. Удары по Черноморску и Николаеву. Приговор из Штатов. Фронт трещит, а Украину уже не спасти. План Зеленского рухнул. Одна ошибка, и Украина теряет 3 города. Привет, друзья! Сегодня 5 августа, и как всегда, только самое важное. Больше новостей в моем телеграм-канале. Ссылка под видео. Ставьте лайк, подписывайтесь и начинаем. Владимир Зеленский снова вышел с громким заявлением. И снова в своем стиле. Сначала красивая картинка, потом жесткий счет партнерам. На этот раз в ход пошли данные якобы о колоссальных потерях российской армии за июль. Причем в Киеве заявляют, что цифры не с потолка. Разбирая ситуацию на передовой, украинский лидер озвучил конкретные показатели. И тут же подчеркнул, у Киева есть исчерпывающие видеодоказательства, снятые операторами беспилотников. Сегодня Министерство обороны представило отчет об уничтожении россиян на фронте в июле. Служба безопасности Украины – альфа лучшая по количеству уничтоженных целей. Наибольший успех. Просто молодцы. И в целом за июль на фронте всеми нашими подразделениями было уничтожено 30 272 россиянина с помощью беспилотников. Это убитые и тяжелораненые. И это только те, у кого есть четкое видеоподтверждение. То есть тенденция на фронте не меняется. Россияне ежемесячно теряют около 30 тысяч военных. Смысл этого выступления лежит на поверхности. Красивая картинка для Запада, высокая эффективность ударов дронов. И главное, обоснование для денег на производство беспилотников. Вся история логичная и выверенная. Не обошлось и без темы мира. Зеленский дал понять, Украина, как всегда, готова ко всем форматам встреч и ведет плотные консультации с Вашингтоном. Расчет на конкретные шаги американцев уже в августе. Совещание по переговорам, в первую очередь по нашей координации с Америкой. Мы ежедневно поддерживаем связь с представителями президента Трампа. Это важно. Буданов, Умирова, Рахмани, Кислица докладывали каждый о своих аспектах переговорного процесса. На каком этапе мы находимся в переговорах и что происходит? Отношение Москвы к переговорам. Мы будем готовы к любым форматам встреч. Рассчитываем, что Витков и Кушнер будут активны. По сути, Киев играет в гибкость, показывает готовность к диалогу, но всю ответственность за организацию встреч аккуратно перекладывает на посредничество Вашингтона и якобы отказы Путина от мирных переговоров. Ход хитрый. Вы правда верите, что у Зеленского есть желание сесть за стол? Мне кажется, что нет. А дальше самое важное. Зима уже близко. И в Киеве прекрасно понимают, чем грозит холодный сезон энергетики и тылу. На этом фоне Зеленский снова потребовал от союзников главного – приоритетных поставок систем ПВО и ракет к ним. У нашей армии во всех подразделениях сил обороны и безопасности Украины будет еще больше беспилотников. Я благодарю всех, кто защищает Украину и наших людей. Всех, кто помогает нам с ракетами ПВО. Это наш главный приоритет. ПВО важно, чтобы партнеры слышали Украину, знали, что каждый пакет для нашей противовоздушной обороны реально спасает жизни людей. Расчет простой. Перед холодами заставить партнеров ускорить передачу комплексов ПВО. А главный аргумент уже готов. От этого напрямую зависит, как Украина пройдет зиму. Минус 7 украинских судов за один заход. Цифра, которая говорит сама за себя. По поступившим данным, удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками накрыли сразу несколько ключевых объектов. В списке 7 сухогрузов. И это не случайные цели. Под удар попал украинский порт Черноморск. Вместе с ним Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал. Место непростое. Именно здесь украинская армия ремонтировала военную автомобильную технику, держали склады боеприпасов и запасы топлива. По сути, целый узел военной логистики. И теперь он выведен из строя. Досталось и порту Николаев. Там высокоточным ударом поражено морское судно типа сухогруз. На борту грузы военного назначения. То есть снова прямое снабжение фронта. Но и это еще не все. На переходе морем южнее Одессы поражены сразу 2 сухогруза. Оба шли не пустыми, везли вооружение и военное имущество в порты Украины. Их перехватили еще до разгрузки. И это уже система, а не разовый эпизод. Складывается четкая картина. С 22 июля 2026 года ни одно судно фактически не может спокойно зайти в украинские порты. Российские войска бьют по тем направлениям, через которые проходят военные поставки для фронта. Методично, точечно, удар за ударом. А смысл этой тактики прозрачен – отрезать фронт от снабжения, перекрыть канал, по которому шли вооружение, техника и боеприпасы. И если раньше море оставалось относительно надежным маршрутом для Киева, то теперь это все под постоянным ударом.
Каждый выход в порт – риск, каждый сухогруз – потенциальная цель. Логистика украинской армии на южном направлении трещит по швам. Тенденция пока только усиливается, и в ближайшее время легче Киеву тут точно не станет. На Западе все чаще звучат трезвые оценки того, что реально происходит в украинском конфликте. И звучат они уже открыто. Американский директор по военному анализу Дженнифер Кавана заявила прямо: кадровые перестановки Зеленского бессильны перед глубокими проблемами украинской армии. Миф о переломе на фронте окончательно рассыпался. А попытки продавить Москву давлением дают строго обратный эффект. Начнем с перестановок. Зеленский тасует военное и политическое руководство Киева. Причина на поверхности – желание удержать власть. Но толку от этого мало. По оценке экспертов, никакая смена лиц не решит главную проблему – острый дефицит мобилизационного ресурса и превосходство России на фронте. Можно поменять хоть весь кабинет министров, расклад на передовой от этого не сдвинется ни на метр. Не имеет значения, кто у вас командует армией. Неважно, кого вы назначите премьер-министром, вам все равно предстоит пережить зиму, когда у вас практически не будет ракет «Патриот». А Россия удвоила производство баллистических ракет. Это структурные факторы, которые невозможно изменить. Получается, что все эти перестановки — лишь попытка создать видимость, будто он что-то делает для улучшения ситуации. Также на Западе признают, громкие заявления об успехах Украины сильно искажены. Локальные удары и красивую картинку выдают за перелом, а реальное положение на линии соприкосновения при этом просто игнорируют. Инициатива-то остается за Россией, и это признают уже на Западе. Но я также считаю, что каждый раз, когда Украина добивается хоть какого-то успеха, это преувеличивается. А любые позитивные новости для России игнорируются или не освещаются. Таким образом, на Западе освещение событий очень предвзятое. Но я думаю, что реальная ситуация сейчас такова: у России по-прежнему значительное преимущество. Кавана подчеркивает главное. Российские войска планомерно адаптируются к украинской тактике, продвигаются вперед, закрепляются на ключевых направлениях. Никакой случайности. Системная работа. А теперь про стратегию Запада. Санкции плюс военные поставки ради того, чтобы выбить уступки у Путина. Так вот, этот подход признан тупиковым. Он не приближает мир, а отталкивает стороны от реального урегулирования и заставляет Москву занимать еще более жесткую позицию. Чем сильнее давление, тем жестче ответ. Вот вся арифметика. Знаете, если посмотреть на то, как Россия исторически реагировала на ситуации, когда чувствовала себя загнанной в угол, то обычно это приводило к эскалации, а не к уступкам. Стратегия давления на Россию фактически сводит на нет возможность заключения соглашения. Я думаю, что это ужесточает требования и создает впечатление, что вести переговоры бессмысленно, потому что вы не получите приемлемого соглашения. Вывод западных аналитиков жесткий. Попытки игнорировать реальность и тянуть конфликт лишь ухудшают положение Зеленского и окончательно загоняют дипломатию в тупик. Громкая кампания, которую анонсировал Зеленский, 40 дней максимального давления на Россию. Цель – перехватить инициативу в военно-политической плоскости. Задумка красивая. Итог – вероятно, самая крупная ошибка Киева в 2026 году. Что было в расчетах? Готовя эту кампанию, в Киеве делали ставку на смуту, на внутреннее напряжение в Москве. Ждали растерянности, паники, разброда. А получили другое – жесткий, системный и абсолютно неожиданный для себя ответ. Готовились основательно. Деньги перенаправлялись под задачу, копились ударные дроны. Западные партнеры подключились со своей стороны. Разведданные, расчеты дальности, выбор объектов. Механизм собирали не на коленке, и поначалу казалось, что план работает. В первые 2-3 недели украинские стратеги действительно видели эмоциональную реакцию. Растерянность, внутренние споры, признание неготовности к такому сценарию. Вот на этом и строился весь расчет. В Киеве рассчитывали, что тенденция будет только нарастать. Дальше социальное напряжение. А на саммите НАТО Украина получает карт-бланш и деньги. И тогда эскалация уже играет в их пользу. Красивая схема на бумаге, но был один нюанс, который Зеленский недооценил. Москва не стала сидеть сложа руки. Вызов приняли, и ответ оказался жестче, чем ожидал кто-либо. Сейчас разворот заметен уже в самих украинских СМИ. Там заговорили, что в ближайшие месяцы Украина может потерять контроль над Константиновкой, а к концу года такая же угроза нависает над Лиманом и Добропольем. И это не пустые страхи. На этих направлениях Россия методично продвигается вперед. Вывод простой. Москва окончательно приняла факт. Договоренности с украинской стороной и Западом не работают. Ни одна. И раз так, тон сменился. Удары стали такими, что осознание неизбежности начало доходить куда быстрее, чем раньше.
А теперь самое важное в 2 словах. Что у нас сегодня? Зеленский снова заговорил о мире, но по факту все свелось к привычному. Красивая картинка с цифрами потерь и жесткое требование к Западу гнать противовоздушную оборону и ракеты перед зимой. Одновременно Москва методично перекрывает Украине море, -7 судов, порты под ударом, и с 22 июля военные поставки через воду фактически встали. На этом фоне даже в Штатах заговорили вслух. Перелома на фронте нет, а санкции против Москвы все чаще бьют по самому Западу. Ну а ставка Киева на 40 дней давления, с которой все и затевалось, обернулась совсем не тем. Под угрозой оказались сразу 3 города – Константиновка, Лиман и Доброполье. А что скажете вы? Делитесь мнением в комментариях, читаю каждого. Поддержать канал просто – лайк и подписка. Еще больше новостей в Телеграме, ссылку найдете под видео. С вами был Медиашот, до новых встреч. Мирного неба вам и вашим близким.